Хотя и много историй о том, как собаки становятся героями и спасают людей, но пришло время и кошкам засиять. Не все животные одинаковые, независимо от вида. Поэтому, когда их владелец оказывается в опасности, они делают все возможное, чтобы спасти и утешить их. Возьмем, к примеру, милую кошку, которая спасла ребенка своей семьи от няни. Эта молодая женщина и не подозревала, что это может произойти с ее ребенком. В то время как собака — верный спутник человека, мы все знаем, что кошки — это избалованные друзья, которые показывают свою любовь только тогда, когда они в настроении. Своенравность кошек — вот что заставляет нас влюбляться в них. Однако эта кошка уникальна. Неважно, любите вы кошек или собак, оба вида имеют свои способы показать нам свою любовь. И когда дело доходит до защиты, кошки не слишком хороши в этом. Но эта очаровательная кошка помогла своему маленькому человеческому другу раскрыть о злоупотреблении няни. С тех пор, как семья узнала, что няня была ужасным человеком, они провозгласили драгоценный комочек шерсти героем. Давайте посмотрим, как они поняли, что сделала няня, и как кошка помогла им узнать правду. С тех пор, как Мэри и Дэниел узнали, что у них будет ребенок, они были очень взволнованы появлением нового члена семьи. Даже семейная кошка Зара хотела познакомиться с малышом Оли. И когда она его увидела, то мяукала до тех пор, пока пара не позволила ей прижаться к нему. Для Зары встреча с Оли была любовью с первого взгляда. Также он был идеальным маленьким человеком, который мог вздремнуть с ней. Так продолжалось более 1,5 лет с тех пор, как Оли родился. Где бы вы ни видели Оли, вы знали, что Зара где-то рядом. Мэри была готова вернуться на работу после 9 месяцев дома с Оли. Ей нужна была няня, чтобы помочь заботиться о ребенке, пока она находилась на работе. Однако она никому не доверяла, поэтому обратилась к семейному другу. Алисия в свой 21 год собралась помочь Мэри, по крайней мере, так она думала. Молодая женщина была семейным другом, и зная, что у нее еще нет работы, деньги были бы ей более чем нужны. К тому же они знали друг друга, и Мэри знала, что Оли будет в надежных руках. Однако вскоре после того, как Мэри начала ходить на работу, поведение Оли изменилось. Недели шли, и родители не имели представления о том, что происходит. Мэри и Алисия фактически помогали друг другу. Мэри смогла бы вернуться на работу, а Алисия получала бы дополнительные деньги. Мэри думала, что это хорошее решение. Но это был не первый раз, когда Алисия навещала Мэри и Дэниела, даже когда кошка Зара только появилась в их семье. Кошка всегда любила уютно устроиться на коленях у незнакомца, и Алисия не была исключением. Однако что-то изменилось после того, как Алисия стала няней Оли. Может быть, кошка была ревнива к Алисии. Няня Алисия объяснила, что, возможно, Зара была агрессивна, потому что на ее одежде был запах собаки, которая с ней проживает. Но по мере прохождения дней Мэри и Дэниел поняли, что даже ребенок ведет себя странно. Оли был всегда спокойным ребенком, его ничего не могло испугать. Но однажды как-то Мэри закричала, чтобы позвать Дэниела, который был в гостиной. И Оли вдруг неожиданно вздрогнул. Когда мама протянула руку, чтобы успокоить его, ее малыш снова вздрогнул. Казалось, что Оли был чем-то запуган. Мэри подумала, что она паранойя. А что, если Алисия бьет ее ребенка? Может быть, Мэри воображает. На следующий день, когда она вернулась домой, у ее ребенка была опухшая губа. Слишком многое происходило с тех пор, как Алисия стала няней Оли. Алисия пояснила, что опухшая губа ребенка была вызвана тем, что он ударился игрушкой, но Мэри и Дэниел решили проверить няню, чтобы убедиться, что все в порядке. Но все пошло не так,
как они планировали. Родители не успели купить пару нянь-камер и быстро их установить, поэтому они просто купили маленькое записывающее устройство. Но куда его положить? Одежда Оли не могла его скрыть, особенно если Алисия ее меняла. Тогда они посмотрели на Зару. Зара была бы идеальным шпионом, она всегда была рядом с Оли, так что кошка помогла им разгадать тайну Алисии. На записи Мэри и Дэниела услышали, как Зара мяукает на Оли, а ребенок пытается мяукнуть в ответ кошке. Это было очень смешно. Затем они услышали Алисию после мяуканья. Мэри и Дэниел, которые были в машине в нескольких минутах езды от дома, вдруг услышали голос Алисии. Внезапно Оли начинает плакать. И как реагирует Алисия? Вместо того, чтобы использовать успокаивающий голос или показать им игрушку, они услышали, как Алисия орет на ребенка. «Заткнись!» — кричала она, пока малыш Оли продолжал плакать. Пока Алисия орала на ребенка, на нее шипела Зара, на что Алисия кричала кошке «убирайся». Родители мгновенно поспешили домой, чтобы поймать Алисию. Но когда они пришли домой, все было в порядке. У них была только аудиозапись, которая была недостаточна для полицейского отчета. Алисия притворилась, что все в порядке, и родители сделали то же самое. Мэри и Дэниел сказали, что забыли что-то для работы и снова ушли. Однако они не вернулись на работу в этот день. Вместо того, чтобы идти на работу, родители взяли выходной, чтобы купить пару камер нянь и установить их в гостиной и в детской комнате. На следующее утро все было готово. Все, что им нужно было, это доказательства. К сожалению, для Алисии их было более чем достаточно. Перед тем, как записать Алисию, Мэри и Дэниел подали полицейский отчет после того, как нашли кровь на пижаме их ребенка с того времени, когда он ударил губу. Без записи видео злоупотреблением Алисия не была бы обвинена, но она не знала, что пара медленно открывает ее темную сторону. Устанавливая камеры, родители готовились покинуть дом и рассчитывали на Зару, чтобы она выполняла свою работу. Все было намного хуже, чем представляла себе Мэри. Не прошло и 15 минут, как Алисия раскрыла свою настоящую сущность, на этот раз перед скрытой камерой. Как только она посмотрела живые кадры, родители вызвали полицию и поехали домой как можно быстрее. В тот день Алисия полностью потеряла рассудок. Вот что мать вспоминает в интервью СМИ. «Когда я посмотрела видео, она кричала на него, говорила ему заткнуться. Уселась сверху на него, придавливая его к полу, сказала мать со слезами на глазах. Мэри никогда не могла подумать, что ее хорошая подруга может быть такой жестокой. Глядя на запись, Мэри сказала, что она чувствовала одновременно гнев, отвращение и ярость. Честно говоря, теперь было очевидно, почему ее ребенок постоянно вздрагивал. Это было из-за жестокого обращения со стороны того, кому она так доверяла. «Я сразу развернула машину и поехала домой», — сказала Мэри. Она не могла поверить, что это настоящее лицо Алисии. Когда она зашла в дом по прибытию, Алисия спросила, что происходит с ребенком. «Я не знаю, это ты мне скажи, что здесь происходит», — ответила Мэри. Как только они столкнулись с жестокой няней, полиция прибыла на место и арестовала Алисию. Ее обвинили в опасном поведении по отношению к ребенку, и ей пришлось предстать перед судом. Каковы были последствия за ее действия? Алисе пришлось пройти консультации и занятия по управлению гневом, или же она могла попасть в тюрьму. Ей больше не разрешалось быть няней. Тем временем Мэри и Дэниел все еще были под впечатлением от того, что они узнали. Родители решили больше не полагаться на незнакомцев, когда речь заходила о заботе их мальчика. Казалось, что друзья не совсем заслуживают доверия. Порой лучшей няней для Оли была Зара-кошка. Хорошо в этой ужасной истории то,
что Алисия больше никогда не будет няней и что она проходит лечение. Тем временем Оли позабыл те ужасные дни, а Зара всегда рядом с ним, будучи лучшей няней из всех. Без странного поведения Зары и помощи в качестве шпионской кошки, возможно, Мэри и Дэниел не поняли бы, что Оли подвергается жестокому обращению. Или, возможно, они поняли бы, но было бы уже слишком поздно. Так что мы все можем согласиться, что Зара — это героиня-кошка. Возможно, Зара думает, что Оли ее ребенок, а не просто лучший друг. Какие бы ни были ее чувства к маленькому человеку, эта кошка помогла Мэри Дэниелу разгадать тайну няни. Теперь с множеством любви и заботы от мамы и папы маленький Оли стал большим мальчиком. Он готов к любым приключениям, которые могут появиться, и Зара будет рядом, чтобы помочь ему на этом пути. Если вам понравилась эта история, поставьте лайк, это очень поможет каналу, а также подписывайтесь на канал, выставив все уведомления, чтобы не пропустить новые интересные истории.